Российская статистика старательно завышает данные по принимаемым иностранным туристам и выезжающим на отдых россиянам. Страны Балтии, наоборот, долгое время занижали количество принимаемых туристов определенной категории. Хотите знать, как и почему они это делают? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые тубозрители! Вас приветствует Андрей Деменков, бессменный автор проекта, который в первую очередь посвящен опровержению советских и современных российских пропагандистских мифов о странах Балтии. Сегодня будет не совсем обычный выпуск, поскольку я расскажу не только о российском искажении реальности в угоду политическим задачам, но и о схожей, довольно нелицеприятной практике в Эстонии, Латвии и Литве. Летом на канале вышел двухсерийный выпуск о туристической индустрии стран Балтии, о том, сколь внушительных успехов она достигла. Миллионы принимаемых туристов, зарабатываем на них миллиарды. Там же, во второй части, я дал сравнение с Россией, пропаганда которой любит похихикать над якобы бедной и отсталой окраиной Европы, хотя как раз уровень развития туристического сектора у нас на голову выше, чем у восточных соседей. Тогда же я пообещал рассказать в ноябре о том, как и почему Россия манипулирует статистикой по туризму, а также и страны Балтии, как ни странно, тоже. Сегодня выполняю свое обещание. Вернее, для спонсоров проекта, большое спасибо за вашу поддержку, друзья, я выполнил его намного раньше. Самые крутые смогли посмотреть выпуск больше недели назад. Сегодня же он стал доступен всем. Итак, начну с того, к чему большинство из нас давно привыкли. С российского искажения реальности. В России давние традиции манипуляций туристической статистикой. Официальные власти всегда стремились создавать имидж страны, привлекательный для иностранных гостей. Особенно навязчивым это стало после того, как из-за нападения на Украину Россия оказалась в международной изоляции и турпотоки с Запада почти иссякли. Каждый раз, когда российские чиновники говорят о миллионах иностранных туристов, звучит уверенно и бодро. Только вот разброс в этих миллионах огромен. В ряде сообщений ТАСС говорится, что в 2024 году в России побывало 4 миллиона 200 тысяч иностранных туристов. Заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Игорь Максимов утверждает, что их было 5 миллионов. А вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что страну посетили 9 миллионов 700 тысяч иностранных туристов. Этот разительный разнобой наглядно демонстрирует, насколько расплывчата российская статистика. Даже последняя цифра все равно более чем вдвое ниже показателей пикового 2019 года, когда, по данным Росстата, Россию посетили свыше 24 миллионов иностранных гостей, остановившихся в стране с ночевкой. Наиболее убедительной статистикой по России оперирует Ассоциация туроператоров, которая отсекает от потоков иностранцев все то, что не подходит под определение туризм, и утверждает, что в 2024 году с целью туризма страну посетили всего-то 1 570 000 иностранных гостей. Это более чем втрое меньше 5 миллионов 60 тысяч туристов, принятых в 2019 году. А ведь в Европе и Северной Америке туризм после ковидного спада почти восстановился. Даже в странах Балтии, которые после начала войны в Украине отрезали россиян от своего рынка, в 2024 приняли лишь на 17-25% меньше иностранных гостей, чем в 2019. Падение в разы на фоне относительно благополучной ситуации у других объясняет, почему в России как никогда стараются приукрасить картину. В туристов зачисляют максимально возможное число иностранных визитеров. Этому в немалой степени способствует размытая система целей визита, принятая на российских погранпунктах. В анкете у пограничников категории туризм, частный, деловой и транзит легко пересекаются, и в итоге в туризм попадают родственники, едущие в гости, трудовые мигранты, вахтовики, покупатели и водители фур. К примеру, немецкие граждане в 2024 году насчитали 66 тысяч. Большинство из них приезжали навестить родственников, а не за культурными впечатлениями, но российские чиновники вписали их в туристы. В 2019 таких визитов было 522 тысячи, в 8 раз больше, и там преобладал именно туризм. Усохший поток европейских и североамериканских туристов российские чиновники пытаются компенсировать другими направлениями. В итоге около 70% нынешнего въездного турпотока формируют граждане Казахстана, Узбекистана и других стран Центральной Азии, откуда, по неслучайному совпадению, Россия получает основную массу трудовых мигрантов. На региональном уровне картина еще причудливее. Ростов-на-Дону в 2024 году отчитался о 1 800 000 туристов за 11 месяцев. Для города такого масштаба цифра нереалистична.
Сам министр экономического развития области признавал, значительная часть посетителей – родственники погибших и раненых, а также люди, приезжавшие по делам, связанным с войной в Украине. Формально ночевки есть, но экономический профиль расходов к туризму отношения не имеет. Федеральная витрина строится на других цифрах. Наиболее часто звучит статистика по единой электронной визе. За первый год ее действия оформили 541 тысячу иностранцев. В отчетах это подается как 500 000 туристов, хотя среди них масса деловых и частных поездок, а также транзитные заезды. Всемирная туристская организация различает два типа посетителей – туристов, проводящих в стране хотя бы одну ночь, и однодневных визитеров, убывающих тем же днем. Оба типа относятся к туризму, но учитываются отдельно. Именно ночевки считаются самым надежным показателем, их легко фиксировать, и они напрямую связаны с расходами. Но и однодневные поездки – это реальная часть отрасли, приграничные шоп-туры, круизы, транзит. Российская методология такие категории зачастую не различает, поэтому в отчетах миллионы туристов оказываются смесью ночевок, дневных визитов, транзитных пересечений и поездок совсем иного характера. Манипуляции не ограничиваются въездными данными. Еще показательнее выглядит статистика выездного туризма. По данным ФСБ, в 2019 году россияне совершили 48 миллионов зарубежных поездок. После пандемии и начала войны эта цифра рухнула более чем вдвое. В 2023 году около 19 миллионов. В Европе или США падение туризма после ковида давно в основном компенсировано, а у России восстановление так и не произошло. Но в официальных релизах все равно звучит: миллионы россиян продолжают путешествовать за границу. Структура этих потоков показывает, что под туризмом здесь понимается что угодно. Главным направлением остается Турция. 5 миллионов 200 тысяч поездок в 2023 году. Это действительно отдых за границей на море, реальный туристический поток. Но почти те же масштабы дают Абхазия и Южная Осетия – 4,5 миллиона и 700 тысяч соответственно. Они складываются в отчет как зарубежный туризм, хотя к индустрии международных путешествий имеют весьма условные отношения, поскольку в реальности таких государств не существует, это практически территория РФ. Еще более показательна роль стран СНГ. В Казахстан россияне по статистике ездили 3 миллиона 400 тысяч раз, в Узбекистан 2,5 миллиона. Но основная часть этих поездок – трудовая миграция и визиты к родственникам. По этой же схеме статистически завершаются выезды в Кыргызстан, Таджикистан и другие государства Центральной Азии. В итоге цифры выглядят внушительно, но описывают не туризм, а мобильность рабочей силы, причем иностранной, но проживающей в РФ. Тем временем поездки в Европу усохли до исторического минимума. В 2019 году россияне совершили почти 4 миллиона поездок в Финляндию. В 2023-2024 годах этот поток рухнул до считанных тысяч в год, на порядке меньше прежнего уровня. По сравнению с 2019 годом разница колоссальная. Европа остается для россиян закрытой, и статистика по выездному туризму как-то держится исключительно на замещении – Турция, Абхазия, СНГ. И во въездном, и в выездном направлении статистика работает как ширма. Она честно фиксирует движение через границу, но называет их туризмом, хотя экономический смысл у этих потоков другой. Отсюда и разрыв между цифрами и жизнью. В сводках Росстата – миллионы туристов, в гостиницах и музеях пустота. В релизах о выездном туризме активность россиян, на деле транзит и мигранты. Манипуляции статистикой искажают представление о развитии отрасли, что ведет к неэффективному распределению ресурсов. Примером служит ситуация с цифровизацией туристической отрасли. Введение технологий, таких как электронная навигация и системы учета на круизных судах, требует значительных инвестиций. При завышенной статистике финансирование может быть направлено в районы с фактически низкой туристической активностью, что снижает эффективность использования бюджетных средств. Получается характерное для современной России явление. Цифры растут, а реальный туризм от этого не оживает. Сектор работает не на платежеспособных иностранных гостей и не на активно путешествующих россиян, а на методологии учета. Туризм превращается в отчетную категорию, а не в отрасль. Но было бы несправедливо утверждать, что манипуляция с туристической статистикой исключительно российская беда. Как ни странно, в странах Балтии с некоторых пор этим тоже грешат. Правда, здесь данные наоборот занижают. И связано это, с одной стороны, все той же Россией. До 2014 года российский турист был одним из основных клиентов для Латвии, Литвы и Эстонии. По официальным данным, только в 2013 году в три страны приехало около 1 700 000 россиян.
Они наполняли гостиницы в Юрмале и Паланге, создавали спрос на торговые центры в Нарве, привозили деньги в рижские и вильнюсские рестораны, составляли львиную долю постояльцев ведущих отелей Таллина в конце декабря и начале января. Российский рынок был настолько значим, что в некоторых городах он определял жизнь целых кварталов. После аннексии Крыма ситуация изменилась. Балтии пришлось играть роль форпоста европейской политики сдерживания, и туризм тоже оказался в числе инструментов. Получить визу стало сложнее, отказы участились. Власти давили на бизнес, требуя меньше зависеть от российских клиентов. На уровне цифр это вылилось в обвал. Официальные данные показывают чуть ли не исчезновение российских туристов, тогда как в реальности они продолжали приезжать. Разница между картиной на бумаге и жизнью на земле порой достигала 3-4-кратного разрыва. Главная методологическая особенность учета в Балтии – подсчет ночевок в гостиницах и хостелах. Именно через них собирается большинство данных, которые потом публикуют национальные статистические ведомства. Но российские туристы очень часто предпочитали обходиться без отелей. Одни ехали на день за покупками, другие останавливались у родственников, третьи снимали квартиры посуточно. Все это выпадало из статистики. Так получались странные перекосы. В Литве в 2019 году россияне пересекали границу около 400 тысяч раз, но в отчетах значится только 120 тысяч туристов. В Латвии разрыв еще больше – 600 тысяч пересечений против 150 тысяч учтенных приезжих. В Эстонии в том же году показали 90 тысяч туристов из России, хотя реальные потоки были кратно выше. Существовали и более тонкие приемы. Россиянин, получивший шенгенскую визу в Финляндии и приехавший через Хельсинки, мог оказаться в отчетах как финский турист. В некоторых публикациях данные по России вовсе прятались в категорию «прочие страны». На первый взгляд можно подумать, что обвал туристического потока был естественным. Действительно, напряженность, падение доходов россиян, рост курса евро – все это объективные факторы. Но если сравнить с другими странами ЕС, становится ясно – в Балтии цифры просели гораздо сильнее, чем где-либо еще. В Германии падение после 2014 года составило примерно 30%, во Франции – около четверти, а Турция и вовсе показала рост. Зато в Эстонии, Латвии и Литве официальные данные фиксируют сокращение на 80-90%, при том, что количество выдаваемых виз снизилось на 30-40%. То есть речь идет не просто о падении интереса, а о политике сознательного занижения. Для властей это имело символическое значение – показать, что экономика не зависит от России, а национальная туристическая отрасль ориентируется на Европу. На практике же именно в этих цифрах и скрывался разрыв между реальностью и декларацией. Манипуляции статистикой помогли странам Балтии подчеркнуть политическую дистанцию от России. В отчетах российский рынок стал малоприметным, и это соответствовало внешнеполитической линии. Но исчезнувшие со страниц отчетов туристы никуда не делись для бизнеса. Их недоучет обернулся не только иллюзией независимости, но и реальными потерями для региональной экономики. В Балтии российских туристов не вычеркивают из отчетов, а растворяют в обобщенных категориях. Формально цифры сходятся, но экономика теряет видимость целого рынка. И именно эта статистическая невидимость приводит к снижению инвестиций, маркетинга и реальных доходов, даже там, где поток еще сохраняется. Ательеры, конечно, знают своих постояльцев, но стратегические решения в туризме принимаются не на уровне рецепции, а на основе сводной статистики. Когда в ней российский рынок выглядит мертвым, его просто перестают учитывать в маркетинге и финансировании, и он действительно умирает. Да, парадокс заключается в том, что политика занижения данных по количеству туристов из России и мягкое их выдавливание подготовили отрасль к полному отрезанию местного рынка от гостей из РФ после 2022 года. И в целом страны Балтии не так-то много потеряли от реального исчезновения российских туристов. Хоть некоторым приграничным регионам и курортным зонам, которые традиционно в немалой степени ориентировались на них, пришлось туго. Хорошим примером может служить латвийская Юрмала. В России и в пророссийских кругах в странах Балтии принято считать, что один из крупнейших курортных городов региона обезлюдил с оттоком российских туристов после 2014 и особенно 2022 года. Реальность же такова. Если в 2013 году город с ночевкой посетило 148 тысяч туристов, из них 109 тысяч иностранцы, то в 2019 уже 258 тысяч и 173 тысячи иностранцев. Ковид и отсекание от туристического рынка россиян и белорусов привели к спаду, но вовсе не фатальному. В 2023 Юрмала приняла примерно на 5% меньше ночевавших гостей, 241 тысячу, из которых иностранцы составили внушительные 128 тысяч.
Но это слабое утешение. Целенаправленные долгосрочные манипуляции информацией никогда не приводят к добру. И это мы прекрасно можем видеть на примере современной России, которая давно уже живет в своей реальности, как в королевстве кривых зеркал. Не хочу, чтобы наши страны походили в этом на Россию. Многие годы я не без основания гордился тем, что у нас открытое демократическое общество, в котором не приняты масштабные манипуляции информацией. Но теперь возникает вопрос, а что еще такого я узнаю, копнув однажды глубже? Что ж, надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое для себя. Если так, это хороший повод лайкнуть видео, поделиться им с друзьями и подписаться на канал, если по какой-то причине вы до сих пор не подписаны. Можно еще поддержать проект донатом или оформить даже платную подписку и воспользоваться всеми ее преимуществами в зависимости от выбранного уровня. И вам хорошо, и мне дополнительный стимул снять еще много интересных видео. А на сегодня все. До новой встречи!